Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня мы в течение получаса будем глубоко разбираться в одной из самых сложных и болезненных тем современной Украины – языковой политики. И это, друзья, не просто вопрос языка, это вопрос прав человека, вопрос национальной идентичности и вопрос будущего нашей страны. Лина Костенко, выдающаяся украинская поэтесса, сказала: нации умирают не от инфаркта, не от инсульта, а от того, что у них отбирают язык. Этот тезис стал основой для многих дискуссий о судьбе украинской нации. Но сегодня я хочу рассмотреть его с неожиданной стороны. Что происходит, когда язык отбирают у русскоязычных украинцев, которые являются неотъемлемой частью нашей нации? Если, как утверждает Костенко, лишение языка ведет к смерти нации, то не означает ли это, что политика, направленная на ограничение русского языка, имеет умысел уничтожения части украинской нации, русскоязычных украинцев? Цель нашего разговора – проанализировать языковую политику с юридической точки зрения, оценить, является ли она дискриминационной или геноцидальной, и понять, есть ли в ней умысел умерщвления русскоязычных украинцев как части нации. Мы разберем историю пути решения. Чтобы понять, почему языковой вопрос в Украине, давайте обратимся к истории. В Российской империи и Советском Союзе проводилась политика русификации. Украинский язык подавлялся, а русский – администрации, культуре. После обретения независимости в 1991 году Украина начала процесс восстановления украинского языка как государственного. В 2012 году был принят закон Кивалова-Колесниченко об основах государственной языковой политики, который предоставлял права региональным языкам, включая русский. Однако в 2014 году после Майдана этот закон отменили, что вызвало протесты в русскоязычных регионах. В 2019 году был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который закрепил украинский как единственный государственный язык и ввел строгие требования к его использованию в образовании, медиа и сфере обслуживания. Сегодня около 30% населения Украины считает русский язык родным, особенно на Востоке, Юге и в Киеве. Для этих людей русский язык не просто средство общения, а часть их культурной идентичности, связанная с литературой, традицией, историей. Лина Костенко утверждала, что нация умирает, когда теряет язык. Если русскоязычные украинцы – неотъемлемая часть украинской нации, ограничение их языка, согласно этому тезису, ведет к смерти части нации.
И это заставляет нас задуматься, есть ли в такой политике умысел. Друзья, пишите в комментариях, как вы используете русский язык в своей жизни. Сталкивались ли вы с ограничениями? Ваши истории помогут понять ситуацию лучше и конкретнее. Давайте теперь разберем языковую политику с юридической точки зрения. Начнем с Конституции Украины. Статья 10 гарантирует украинскому языку статус государственного, но обязывает государство защищать языки национальных меньшинств, включая русский. Закон 2019 года об обеспечении функционирования украинского языка требует использовать украинский язык в образовании, медиа, государственных учреждениях и сфере обслуживания. Нарушение этих требований влечет штрафы, а контроль осуществляет языковой омбудсмен. Но соответствует ли этот закон международным стандартам? Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств в 2003 году. Этот документ обязывает защищать языки, традиционно используемые на определенных территориях, включая русский. Рамочная конвенция Совета Европы о защите национальных меньшинств и Всеобщая декларация прав человека запрещают дискриминацию по языковому признаку. Доклады ООН за 2014, 2020, 2025 годы фиксируют факты дискриминации русскоязычных в Украине, особенно в образовании и медиа. Примеры нарушений. Школы с русским языком обучения обязаны перейти на украинский, что ограничивает доступ к образованию на родном языке. В сфере обслуживания работники должны говорить на украинском, даже если клиент предпочитает русский. Это создает барьеры для русскоязычных граждан. Для сравнения, в Канаде официально два языка – английский и французский. И регионы могут выбирать язык образования. В Бельгии и Швейцарии также поддерживается многоязычие. Украина, напротив, идет по пути монолингвизма, что вызывает вопросы о соблюдении международных обязательств. Тезис Лины Костенко о том, что лишение языка ведет к смерти нации, напрямую применим к русскоязычным украинцам. Если они неотъемлемая часть украинской нации, то политика, лишающая их языка, согласно этому тезису, направлена на их культурное уничтожение. А это, друзья, поднимает вопрос об умысле. Если политики, цитирующие Костенко, понимают, что отбирание языка ведет к смерти нации, то ограничение русского языка для русскоязычных украинцев можно интерпретировать как сознательное стремление к их умерщвлению как части нации. Друзья, сталкивались ли вы с ограничениями в использовании русского языка в школе, на работе, в госучреждениях? Напишите в комментариях, это важно для обсуждаемой темы. Теперь рассмотрим, как языковая политика влияет на русскоязычных украинцев. Начнем с социальных последствий. Многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык под давлением. В школах, на работе, в общественных местах. Это
не всегда добровольный выбор. Например, в школах дети, говорящие на русском, могут сталкиваться с давлением учителей или сверстников, которые считают русский язык непатриотичным. Этот переход ведет к утрате культурной идентичности. Русский язык для многих – это связь с Пушкиным, Достоевским, семейными традициями, историей. Лишение языка воспринимается как утрата части себя. Согласно тезису Лины Костенко, это смерть части нации. Если русскоязычные украинцы – неотъемлемая часть украинской нации, то их принудительная ассимиляция через язык, по сути, уничтожает эту часть. Экономические последствия тоже значительны. В госслужбе, медиа, образовании знание украинского стало обязательным, что ограничивает возможности для тех, кто владеет им недостаточно. Некоторые русскоязычные специалисты эмигрируют, что приводит к утечке мозгов. Политически языковой вопрос раскалывает общество. Русскоязычных порой обвиняют в недостаточной лояльности, а украиноязычные сталкиваются с упреками в нетерпимости. Это создает напряжение внутри нации. Пример. В Харькове родители жаловались, что их детей в школе заставляли говорить только на украинском, хотя дома они говорят на русском. Это вызывало стресс у детей и недовольство у родителей. В Одессе русскоязычные работники сферы обслуживания рассказывали о штрафах за использование русского языка с клиентами. Такие случаи не единичны. Друзья, если вы сталкивались с подобными ситуациями, поделитесь своими историями в комментариях или через форму обратной связи. Это поможет мне понять масштабы проблемы. А теперь к самому сложному вопросу. Можно ли считать языковую политику геноцидом? Согласно Конвенции ООН 1948 года, геноцид – это действие, направленное на уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы, в том числе путем создания условий, ведущих к ее физическому или культурному уничтожению. Лина Костенко утверждала, что нация умирает, когда у нее отбирают язык. Русскоязычные украинцы – неотъемлемая часть украинской нации. Если следовать ее тезису, то лишение их права на русский язык ведет к смерти этой части нации, русскоязычных украинцев. Более того, если политики, цитирующие Костенко, осознают, что отбирание языка приводит к смерти наций, то их действия по ограничению русского языка можно интерпретировать как умысел уничтожения русскоязычных украинцев как культурной группы. Это, друзья, указывает на наличие умысла умерщвления части нации через лишение языка. Исторические примеры это подтверждают. В Канаде и Австралии коренные народы лишали языков, чтобы ассимилировать их, что позже было признано культурным геноцидом. В Украине ограничение русского языка имеет схожие черты. Запрет на обучение, медиа, официальное общение. Контраргументы тоже есть. Защитники политики утверждают, что укрепление украинского языка необходимо для консолидации нации
и противодействия русификации. Они считают единый государственный язык вопросом национальной безопасности, особенно в условиях войны. С юридической точки зрения для квалификации как геноцид нужен доказанный умысел уничтожения группы. Тезис Лины Костенко, используемый националистами и сторонниками идеологии убитой Ирины Фарион, подразумевает, что лишение языка – это смерть нации. Если политики сознательно ограничивают русский язык, зная об этом, умысел можно считать присутствующим. Однако для полной юридической оценки я все же рекомендую обратиться в Европейский суд по правам человека. Друзья, что вы думаете? Является ли языковая политика дискриминацией или защитой интересов? А может, это все же геноцид? Напишите в комментариях, давайте устроим опрос. Что же можно сделать, чтобы решить эту проблему? Можно предложить следующее. С юридической точки зрения пересмотреть закон 2019 года, чтобы он соответствовал Европейской хартии и другим международным стандартам. Ввести региональный статус русского языка в восточных, южных областях и Киеве, где он преобладает. Создать независимую комиссию по мониторингу языковых прав. С социальной точки зрения пропагандировать двуязычие как норму, как это, например, имеет место в Канаде или Швейцарии. Разработать программы для сохранения культурного наследия русскоязычных украинцев. С политической точки зрения прекратить использовать языковой вопрос в политических кампаниях. Начать открытый диалог между украиноязычными и русскоязычными сообществами. Друзья, мы одна нация, независимо от языка. Давайте строить Украину, где каждый чувствует себя услышанным и уважаемым. Итак, итоги. Языковая политика в Украине имеет серьезные последствия для русскоязычных украинцев, неотъемлемой части нашей украинской нации. Лишение их языка, согласно тезису Лины Костенко, ведет к смерти этой части украинской нации, к смерти русскоязычных украинцев, как части украинской нации. Это подтверждается фактами дискриминации, зафиксированными ООН. Более того, если политики, цитирующие Костенко, понимают, что отбирание языка убивает нации, их действия можно расценить как умысел уничтожения русскоязычных украинцев как культурной группы. Решение в диалоге, уважении прав и соблюдении международных стандартов. Язык – это часть нашей души. Давайте сохраним его для всех украинцев. Друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите в комментариях, что вы думаете о языковой политике. Делитесь своими историями. И обязательно поделитесь этим видео, чтобы привлечь внимание к проблеме. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.